Всем привет, с вами Дэн, и у нас новиночка от российского бренда Albatros. Я вам уже показывал их предыдущие, все модели, есть много чего интересного. А давайте теперь посмотрим новинку в такой вот скрутке-чехле. Travel кейс, приятный такой, плотный, толстый. И давайте смотреть, что у нас здесь имеется. Так, во-первых, Albatros, инструкция и, соответственно, номер. Дальше здесь сами часы в таком узком кейсе. Ух ты, красивый корпус. Прям такая современная реинкарнация амфибии министерки. Класс. Так, сейчас посмотрим более детально, потому что здесь есть еще в комплекте много чего полезного и интересного. Второй безель с городами, керамический. Оба безеля у нас керамика. Дальше. Так, ничего себе в комплекте. Это браслет. Хо-хо-хо! Да еще и с рисовыми зернами. Так, и ремешок основной. Все. И еще вот такой travel кейс, который в принципе-то пригодится и в хозяйстве, и хранить всю вот эту богатую комплектацию, ну и с ним можно путешествовать. Итак, значит, что у нас здесь? У нас здесь много всего. Давайте, здесь система быстросъемного ремешка, поэтому можно быстро надеть, а потом уже поговорить про эти часы. Ну что же, ремешок наделая, и смотрите, да, корпус очень-очень похож. Он немножко отличается. Он отличается по граням, по визуальному восприятию. Выше здесь безель, прям сильно выше. И сам корпус мощнее и современнее смотрится. И понятное дело, что по циферблату, конечно, большие различия. Но у нас в данном случае мы говорим про корпус. И корпус действительно вот такой вот у нас черепаха. Черепаха, но она не совсем уж прям черепаха, такая граненая, я бы сказал, черепаха, очень необычная, распластанный такой, да, корпус. И мне нравится, это круто, это красиво. И, как всегда у Альбатроса, здесь на пересечении между советской часовой школой, да, а ведь... Понятное дело, что министерская амфибия — это часы еще СССР, и здесь вот такое переосмысление советского дизайна. Но и не только. На самом деле-то модель, да, новинка Альбатроса, она называется 4642 АЧГ, и это прибор АЧГ. И что это за прибор? А это на самом деле циферблат троллейбусных часов АЧГ-3, который выпускался на часовом заводе «Восток» в 70-х годах. И вот такое переиздание, очень стилизация. Мне нравится. Это такие инструментальные тул-часы. Я бы даже сказал, что здесь что-то и от пилотских часов есть. И, по-моему, здорово реализовано именно вот в таком корпусе, с таком дизайне. И вот конкретно этот черный матовый корпус, это прям вот классно похоже на АЧГ. И очень интересно, опять же, такое сочетание. Это тот кусочек, да, истории, который можно носить на запястье, и который очень классно читается, очень классно выглядит. Мне нравится вот контраст, да, здесь именно Tool Watch, инструментальных часов, когда у нас контраст белый, черный, и здесь еще сэндвич циферблат сделали, и классно, прям классно. И граненый, и подушкообразный, зеркальная полировка, да, сатинирование, немножко есть элементы шика, именно вот, да, зеркальная у нас полировка по боковой скошенной части корпуса. Ушки здесь очень короткие, очень обрубленные, поэтому посадка по ремешку, видите, какая классная. И ремешок здесь вплотную, это здорово. На задней крышке у нас здесь логотип Albatros, объемный, высокий, красивый, дорогой, классно сделано. Ну и по характеристикам давайте сразу пройдемся. Значит, здесь безель на 120 кликов, четкий, мощный, уверенный. Браться удобно вот в этих частях, да, здесь может быть менее удобно, но очень плотный безель, класс. Керамическая вставка, и, как вы понимаете, можно поставить вторую версию безеля с городами, российские города, часовые пояса здесь. Ну и, как я уже говорил, да, можно поставить вторую версию безеля, он тут на винтах крепится. И здесь уже на русском языке, да, различные у нас часовые пояса, тоже керамический безель. Здорово, отличная идея, и кому что больше нравится, тот, собственно, то и поставит. Значит, два безеля, да, керамическая вставка, дополнительный безель, суперлюминовый BG-W9, либо Old Radium, в зависимости от версии модели, потому что их несколько. Я вам сейчас еще один вариант покажу. 200 метров защиты, сапфировое стекло, и внутри сейка NH34A GMT. И, как видите, здесь
здесь вторая вот такая маленькая стрелка, это уже стрелка GMT, и опять же очень классно, очень стильно, так прям сдержанно смотрится, очень мне нравится именно такая визуализация. И что касается цен, то на момент записи ролика на официальном сайте, я ссылки оставлю в описании к этому видео, конечно, там 33-35 тысяч рублей, опять же в зависимости от версии. Давайте быстро сейчас пройдемся, значит по безелю у нас 37 получается, корпус, понятное дело, здесь шире, вот в широкой части 42, высота, с учетом стекло, которое немножко возвышается над безелем, 14,1, ремешок, сколько здесь, 22, наверное? Да, 22, и от ушка до ушка немного совершенно 46, поэтому, в принципе, на любое запястье такие часы подойдут, но нужно понимать, что все-таки, да, здесь у нас такая... черепаха, да еще граненая, грани широкие, такие мощные, крепкие часы, поэтому на небольшое запястье, на мой взгляд, все-таки будет не очень. А вот что касается среднего и крупного запястья, то прям как литые сидят с отличной шикарной посадкой. И особенно вот на ремешке мне нравится. Они еще более такие тульные, да, на черном матовом ремне. Кстати, он мягкий, удобный. И как раз вот, мне кажется, на лето это самый шикарный вариант. Но, как я вам говорил, есть и другой вариант. И вот в данном случае я вам могу показать синий. И он воспринимается уже по-другому. Тем более я вот здесь посадил как раз таки на этот рисовый браслет. Уже более яркий, да. Здесь градиент более светлый, да, в центральной части циферблата, и он так расходится немножко уже практически в черный по краям. Здесь лучше виден сэндвич, но если мы говорим именно про Tool часы, то мне кажется, черная версия, она такая максимально и похожая, причем на как раз таки этот самые часы в троллейбусах, да, и здесь больше в дайвер, я бы сказал, особенно с полировкой, особенно на рисовом браслете, уже такие более, я бы сказал, морские, что ли, часы на лето, на пляж, на солнце, вот в этом варианте. И это, по-моему, здорово, потому что, ну, действительно по-разному воспринимается. И вот даже безель, да, здесь тоже синяя керамическая вставка, а в черном, соответственно, черная. Ну и к синим идет синий уже ремешок. Поэтому две версии и разные восприятия. И, честно скажу, мне черный нравится больше именно по задумке, по стилистике. Но предположу, что, наверное, большинство будет выбирать что-нибудь с градиентом, более такое, я бы сказал, праздничное, яркое. Но это мое мнение. Ну и, кстати, в целом мне нравится, что Альбатрос вот сосредоточился не только вот и не столько на советском наследии, но вот именно вот это идет игра с приборами, да, известными, может быть, не особо известными из истории, которые именно применялись в определенных там либо в вертолетах, в самолетах, соответственно, в троллейбусе. И в данном случае у нас же есть еще, вот я вам модель показывал, прибор 55М, и модель называется 55М, и она посвящена уже прибору 55М. Поэтому в данном случае мы видим такое разумное развитие портфеля моделей у Альбатроса. И это можно только приветствовать. И немаловажно сказать, что в квадратном цвете таких часов будет выпущено 100 штук. Ну и вот на задней крышке есть индивидуальный серийный номер. Давайте теперь посмотрим, что у нас получается по весу. Благо мы можем сразу посмотреть отличия на браслете и на ремешке. Вот на полном браслете у нас сколько получается? 173 грамма. То есть так уже чувствуется по весу. И на каучуке 116 грамм. Вот что называется вам и решать, что из этого выбрать. По браслету здесь классный браслет. Центральная часть рисовые звенья с полировкой. Крайняя часть здесь у нас идет сатинирование. Более такой яркий, праздничный, что ли, вариант получается. На двух у нас кнопках. И здесь есть система. Нажимаем на кнопочку и примерно на сантиметр можно оперативно поднастроить браслет под себя. И это важный такой, я считаю, плюс. Потому что это удобно, особенно когда вы занимаетесь этим летом. Ну и вот по браслету здесь про запас точно сантиметра 3 имеется. И плюс я еще полностью, да, задвинул этот браслет. То есть сантиметра 4 про запас. То есть на 20, даже, наверное, на 23 на руку уже этот браслет тоже сядет. Видим на безеле разметку 24, да, и на внутренней части тоже у нас только дублируются нечетные, а на верхней части четные цифры. Ну, интересное решение, есть чем занять внутреннюю часть безеля. Контрастные, да, здесь в любом случае стрелки и на одной, и на другой версии. Сэндвич, циферблат, логотип и ничего лишнего, никаких лишних надписей нет. Ну и по качеству, смотрите, все очень на приятном уровне, особенно с учетом
цены этих часов. Заводная головка, посмотрите, какая объемная, да, тоже с лого. Ну и браслет. И, конечно же, задняя крышка. Красотулечка. Ну, что хочу сказать по итогам. Как мне кажется, приятное дополнение к линейке Albatros. Мне кажется, прям получилось. И вот такие тулвотчи максимально сдержанные, с минимализмом таким, да, особенно в черной версии. Мне прям приветствую такую версию. Мне нравится, мне зашло. Мне кажется, правильная, хорошая, красивая модель. И отличный комплект. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Конечно же, увидимся.